Новый 1979 год запомнился настолько, что до сих пор о нем периодически вспоминают журналисты. Зима 1978 года началась без снега и практически без морозов, а всем хотелось традиционных снега и мороза. С середины декабря столбик термометра опустился ниже нуля, но потом произошло то, что и сегодня называют ультраполярным вторжением. Арктический антициклон, ворвавшийся на европейскую часть СССР, вначале моментально привел к резкому похолоданию уже 28 декабря 1978 года в Москве столбики термометра опустились ниже 25 градусов, а уже 30-31 декабря температура составляла от 30 до 35 градусов ниже нуля. Жуткое похолодание испытали на себе жители от Белорусской ССР до Урала. Во многих городах термометры просто замерзали. Так, в Архангельской и Мурманской областях температура понизилась до 43 градусов ниже нуля, в Татарстане и Коми АССР ниже 50. Рекордный показатель был зафиксирован в Республике Коми – минус 58 градусов Цельсия. Власти сразу же стали призывать граждан беречь электроэнергию, не отпускать на улицу и избегать вообще походов на улицу без лишней необходимости. Однако призывы успеха не возымели. И первыми ошибку совершили коммунальные службы. Для того, чтобы больше нагреть квартиры, в теплосети подавалась более горячая вода, что фактически стало экстремальным испытанием для систем теплоснабжения. Не рассчитанные на длительный перенос горячей воды с температурой, превышавшей предельные эксплуатационные характеристики, трубы начали лопаться как в домах, так и непосредственно на самих теплотрассах. Оставшись без тепла, граждане стали завешивать окна, надевать на себя все, что можно, и включать на кухнях газ, а также электрические нагревательные приборы. Это моментально привело к повышенной нагрузке на электрические сети, которые также стали массово выходить из строя. Несмотря на все попытки обогреть свои квартиры, во многих домах квартиры стали покрываться инеем изнутри. Жильцы нескольких десятков домов в самых разных городах были эвакуированы в места временного пребывания. В этом плане меньше всего пострадали жители деревень, которые могли отапливать свои дома углем и дровами. Ком проблем разрастался, приведя к перебоям с поставками продовольствия. На продовольственных складах и в магазинах из-за аномального похолодания и выхода из строя электросетей и систем отопления, например, стали лопаться бутылки с шампанским и газированными напитками, продукты замерзали и становились непригодными для использования. Так, москвичи вспоминали, что колбаса, которая вместо холодильника находилась за окном в пакете, после подачи на стол застыла до такой степени, что в советские времена довольно часто так делали с продуктами, выдерживающими заморозку. И вот когда они достали колбасу, выяснилось, что ее невозможно разрезать. И ее пилили бензопилой, к счастью, оказавшейся в доме. Серьезно пострадал общественный транспорт и железнодорожный. Многие поезда просто останавливались в пути, и их дотаскивали до железнодорожных станций при помощи тепловозов и даже паровозов. Было практически парализовано и автомобильное сообщение, так как топливо при таких температурах часто попросту замерзало. Этого в меньшей степени избежал транспорт на бензине. Однако все, что в качестве топлива использовало дизель, остановилось практически полностью. На тепловых электростанциях, где в качестве топлива использовался мазут, были аварийные остановки, так как мазут превратился в лед, и не было никакой возможности его разогреть. К счастью, удалось избежать катастрофы, которая могла быть пострашнее Чернобыльской, на Белоярской АЭС, Свердловская область. Когда температура опустилась до минус 48 градусов, лопнуло соединение на маслопроводе, в результате чего в машинном отделении разлилось горячее масло и возник пожар, а операторы полностью потеряли управление над вторым блоком атомной станции. С пожаром смогли справиться только спустя 12 часов, а выброса радиоактивных веществ удалось избежать. После аварии на восстановление второго блока ушло 6 месяцев. Если не считать сильных обморожений, обошлось практически без жертв. Однако только по счастливой случайности не стали жертвами аномального холода 69 учеников и учительница Павлодарской школы Казахской ССР. Ученики отправились в поход по так называемым ленинским местам и планировали совершить марш на лыжах общей протяженностью около 120 километров. Резкое снижение температуры застало группу на марше. Учительница, понимая, что возможна трагедия, отправила нескольких учеников за помощью в Тетюши, небольшой город, находившийся ближе всего. Полузамерзшие ребята добрались до домика лесника, в котором пытались хоть немного отогреться.
Там их и обнаружил 30 декабря местный тракторист, который тут же сообщил о чрезвычайном происшествии в милицию. Была практически моментально начата спасательная операция, так как к тому времени столбик термометра уже опускался ниже 30 градусов. Сотрудники милиции отправились на снегоходе в устье Волги, где стали собирать и отогревать черные точки, так они назвали практически обезумевших от холода школьников. К моменту прибытия помощи группа уже фактически была предоставлена сама себе. Пытались согреться, кто как мог, а учитель полностью отошла от руководства своими учениками. Винить ее в этом нельзя, однако то, как находили полузамерзших, говорит далеко не в пользу работницы образования. Так, участковый Тетюшинского районного отдела внутренних дел позднее вспоминал: «Смотрим, впереди на снегу точка черная. Может, рыбак? Подъезжаем, сидит съежившись, мальчишка без лыж, в лыжных ботинках. Увидел нас и заплакал: «Дяденька, спасите, дяденька». Хотим ему рукавицы надеть, а у него пальцы не гнутся. Дальше по реке еще точки. Нашли. Куда их теперь девать? Мы первого пацана посадили на буран и к берегу. А там в гору на снегоходе не поднимешься. Круто. Но у берега в Долгой Поляне, куда мы подъехали, есть овраг. Здесь на худой конец ветра нет. Решили пока всех найденных свозить сюда. Собрали хворост, дрова, развели во враге костер. Женя остался на берегу, а я по одному собирал их по реке. Сотрудники милиции, а также добровольцы из числа местных жителей стали эвакуировать в населенный пункт Долгая Поляна. Там прибывшие работники помогали ученикам восстановиться от последствий обморожения. По воспоминаниям очевидцев, когда кровь стала возвращаться в отмороженные участки тел и конечности, орали от невыносимой боли. Кроме техногенных катастроф, морозы нанесли огромный ущерб сельскому хозяйству. Практически полностью во многих регионах были уничтожены фруктовые сады, больше всего пострадали кусты, малина, смородина и т.д. Потери среди поголовья животных в колхозах, совхозах, а также частных хозяйствах также неизвестны. Единственным свидетельством является то, что следующий 1979 год было без урожая фруктов и ягод. Финансовые потери на восстановление последствий катастрофы официально не озвучивались, однако общие масштабы можно себе представить. Этот страшный период продлился недолго, к счастью. В новогоднюю ночь в Москве температура держалась минус 31,5 градуса, но уже 1 января стало теплее. Предприятия работали в штатном режиме, только на нескольких был сокращен рабочий день. Холода спровоцировали аварии, трубы не выдерживали попыток коммунальщиков увеличить температуру воды и просто лопались. Люди кутались в несколько слоев одежды, плотно завешивали окна и двери и, несмотря на то, что власти призывали экономить ресурсы, включали горящий газ, духовки и электрокамины. Но стены все равно изнутри покрывались инеем. Особенно тяжело пришлось тем, кто ехал на международных поездах. Из-за обрывов проводов они подолгу стояли. Поезда из Ленинграда в Москву в морозные дни прибывали с 4-часовым опозданием. На праздничных столах редко можно было увидеть привычные ситро, шампанское и лимонады. Они полопались в магазинных складах. Не во все булочные был завезен хлеб. Мороз нанес колоссальный ущерб сельскому хозяйству СССР, ведь вымерзло множество садов. Страна в 1979 году не досчиталась вишен, слив, яблок и груш. Не обошлось и без чрезвычайных происшествий. Накануне Нового года в беду попала группа южных лыжников из города Павлодара, Казахской ССР. 20 учащихся 7 классов приехали в Тетюши утром 29 декабря, чтобы совершить лыжный поход по ленинским местам до Казани. Но 120-километровый путь по замерзшему руслу Волги в условиях мороза оказался непосильным для подростков. Учительница отправила 2 обратно в Тетюши за помощью. Мальчики заночевали в заброшенном домике лесника, где утром 30 декабря их нашел местный тракторист. Он тут же сообщил о замерзающих в Тетюшское РОВД, а еще одно происшествие чуть не обернулось очередным Чернобылем. Во втором блоке Белоярской АЭС Свердловской области случилось ЧП. В ночь на 30 декабря в этих местах похолодало до минус 48 градусов, из-за чего повредилось фланцевое соединение на напорном трубопроводе масляного насоса. Масло, распыленное в машинном зале, загорелось. Из-за потери кабелей энергетики лишились контроля над управлением вторым блоком АЭС. Пламя получилось потушить только через 12 часов. К счастью, реактор не пострадал и не случилось выброса радиоактивных веществ. На восстановление второго блока ушло полгода.
Сколько только было затрачено только на восстановление систем теплоснабжения и линий электрической связи. Также отсутствует официальная статистика по общему числу пострадавших от обморожения и ставших инвалидами. К счастью, аномальные морозы вскоре сошли на нет, дойдя до привычного уровня от -5 до -15 в зависимости от региона.